Колумбия, Медельин. Температура на улице плюс 15. При этом я в футболке и чувствую себя комфортно. Сегодня еду на финку. Финками здесь называют в Латинской Америке такие небольшие ранчо. И там буду проходить церемонию айаваски. Что-то, может быть, сниму, что-то, может быть, не сниму, потому что это, в общем-то, не для съемок такие вещи. Desde lejos oigo el canto enamorado de un pájaro. Y ese pájaro es mi abuelo. Места здесь, конечно, шикарные. Центральная кордильера. Вчера все мы тут участвовали в этой церемонии, но в основном спали все тут. Все такие на релаксе. Да, Андрюх? Как настрой? Очень-очень. Костерчик. Этот вот большой вокзал называется Терминал Норте. Отсюда отходят автобусы на юг. Вот я лично еду в Мокоа. Desde lejos oigo el canto enamorado de un pájaro, y ese pájaro es mi abuelo. Es mi abuelo que canta enamorado, y ese pájaro es mi abuela, es mi abuela que canta enamorada. Canta, canta, canta. Canta, canta, canta. Canta, canta, canta. Canta, canta, canta. Águila. Águila, águila. Осталось ехать часа 4. Дорога безумно красивая. Единственное, что когда выезжаешь из Медельина, очень много серпантина, раздают пакетики. И просто вот у меня очень мощный аппарат вестибулярный. Но на самом деле даже мне начало мутить в какой-то момент, потому что влево, вправо все это очень резко, вверх, вниз, газ, тормоз.
Вот такая вот дорога, поэтому если укачивает, то автобусные поездки по Колумбии, ну, это как бы вас убьет просто это. И так 8 часов было. Потом спустились немножко и стало ехать намного лучше. Вот, еще очень холодно в автобусах. Просто берите много одежды. Не знаю, это, мне кажется, беда всей Южной Америки, что кондиционер рубают на всю уже, все стекла запотевшие, по ним течет вода. Но все равно все укутываются в какие-то одеяла. И вот в такой вот одежде у меня снизу еще футболка, и еще одна кофта. И, честно говоря, мне вот холодно. Даже так. В плане поесть остановочки очень такие... Еда классная. В целом вообще. Вкусная. Ну все. Скоро уже Мокоа. Мокоа. Ехали в Мокоа. Yo creo que ya Carlos, o ya me he dicho llamar a Carlos una vez para que se envíe la aprobación de diciembre, que es la que está pendiente. Tú tengas la de noviembre, ya la tienes, ¿verdad? Так, это похоже вокзал Мокоа. Остановился я в этой домике. Сюда меня поселил Гонсало. Я так и не понял, то ли это его дом, то ли это его какого-то родственника. Вообще не сильно похоже на жилое. Как будто бы нет никого. Вот, сейчас я пока здесь. Но завтра будет церемония айваски. Где-то в джунглях, посмотрим. Из Мокоа мы приехали в Виа-Гарсон. Такая вот деревушка. И дальше мы уже на мотоцикле поедем прямо в Сельву. Добрался до места назначения. Мы ехали по очень-очень такой специфической дороге на кроссовом мотоцикле. Вот так вот выглядит это место. Собачки есть. Дом. Пока сам еще далеко не все видел. Вот мое жилище. Точнее, я буду спать где-то на веранде, скорее всего, в палатке. Так, поднимаемся. Estás comenzando eso. Pues como todo, no es difícil, todo negocio es apenas comenzando, es algo. Джованни. Вот Джованни я остановился. Джованни. Madre de Don Gonzalo, ¿verdad? Sí, ¿a usted? Son los sobrinos. Sobrino. Y hermana de Don Gonzalo. Aquí ella es la hermana de Gonzalo. Venga, vete. О, esa casina. О, casina muy típica. Вот, все будет жариться на углях. Так что вот так вот мой Хилтон. Пошел дождь. Мой домак. Первая ночь. Сегодня дождит. Сделали вот такую вот конструкцию, чтобы не заливало. Удивительно, что она держится и огонь ее не сжигает. Вот прям рядом с домом. Скоро начинаем. La lluvia no nos va a dejar. ¿Piensas? Sí, por la fogata. Pues. Por la fogata. Siempre. Pero viento duro. No sé, primera vez que estaba aquí así la lluvia. Se inaugura así de esta forma. Eso yo llevo la lluvia por acá.
es buena suerte, ¿no? Creo que mejor pensar en esa manera, que es buena Es suerte. buena suerte porque son cosas de Dios y contra la voluntad de Dios no podemos interponernos, ¿no? Дождь все-таки пошел. А? Дон Гонсало готовит специальный дым. Para que pues para mirar claridad de la ambiguasca. Я сплю вот здесь вот, потому что здесь теплее. Песик со мной. Вот на этих досочках. Ayahuasca — это не обязательно галлюцинации. Прежде всего, ayahuasca — это очистка. Очистка происходит достаточно интенсивно. Но прям чувствуется, как что-то меняется внутри организма. И от шамана тоже исходит много пользы, потому что он тоже производит свою очистку. Он чистит больше как бы вот душу, а ayahuasca чистит больше тело, очищает, и тоже вот вместе получается то, что нужно. У меня вот такое жилище появилось, отдельное, мой гамак. И соседи тоже имеются, прям под гамаком. Сидишь вот так вот и смотришь, как гуси и куры копошатся в земле. Но на самом деле сидеть приходится редко. Сейчас настраивали мотор, который пополняет воду. Так, вот это вот как раз есть растение ayahuasca. Pero exactamente cuál es liana, ¿verdad? Sí. ¿O no? Todo eso es ayahuasca. Ese es. Sí, todos esos bejucos que están ahí. Y ese árbol también. No, ese árbol es ya otro palo, solamente el bejuco no. Так, вот все вот эти вот лианы, это и есть ayahuasca. Она, оказывается, тут прямо рядом с домом растет. Так вообще и не угадаешь на самом деле. Да, вот здесь, видимо, уже обрубали. А здесь вот просто огромное растение. Вот оно. Вся вот эта вот лиана. То есть вот моя рука. И вот она пошла вверх по дереву. Вот она тоже ayahuasca или яхе.
Вот такая толстенная лиана. А на самом деле словом яхе здесь называют и вот это растение, и саму аяваску. Хотя аяваска состоит из двух растений. Второе называется здесь пинта. Это яхе, да. Сейчас мы идем смотреть второе растение, пинту. Кстати, словом пинта тоже имеет два значения. Одно из них это вот это второе растение, а второе это видение. То есть если была пинта, значит пришло видение, значит пришла аяваска в каком-то обличии и разговаривала с вами. Либо вы видели прошлое, либо будущее. СС пинта. Организм способен расщеплять состав аяваски, вот это DMT, а благодаря этому растению он его не расщепляет. Угу. А вот еще есть такая штука на пальме растет. Здесь ее называют чантадуру. И она тоже съедобная, но ее нужно готовить. Как раз вот там у нас на кухне я видел, что ее готовят сейчас. Вчера аяваска была такого чистящего свойства из-за вот этой вот лианы, амбар, которой все это запивалось. И чистила, конечно, конкретно. Но и слабость на следующий день очень мощная. Вот поэтому отвисаю в гамаке. Пробовал там что-то поделать, что-то попомогать, но, собственно, не смог пойти с Доном Гонсалом. Но он сказал, ничего, завтра пойдем. Все равно аяваска готовится 2 дня. Как раз в субботу будет следующая церемония, и, честно говоря, я ее намерен пропустить. 4-й день в сельве. Ночью поднялась температура. Ночка такая непростая вышла. Возможно, из-за прививки, потому что перед тем, как ехать в Маколо, я сделал прививку от желтой лихорадки. И там на 7-й день возможно поднятие температуры, а тут получается как бы 6-й. Опять же, ночи холодные очень здесь. Не ожидал я, честно говоря, от экватора такого. Вот. Так что вот так вот. Если это прививка, то по идее должен быстро вылечиться. Утром Дон Гонсало мне давал настойки. Одна горькая была очень, другая нормальная. Вот. После них полегче стало. Плюс парацетамольчик у меня с собой. Так вот учусь потихоньку. В горы опять не смог пойти, к сожалению, за яхе. Вот еще мылся я. Здесь из удобств. Вот тот ручей. Вот там, где гуси плавают. Вот здесь вот я моюсь. Тут я чищу зубы. Вот. Ну там выше по течению нет никого. Других вариантов нету все равно. По сути, воду пьем ту же самую. Вот отсюда она наливается и кипятится потом. А это река Путумайо. Один из крупнейших притоков Амазонки. Вот здесь река только с гор спускается, поэтому не похожа, собственно, на Амазонку. Холодная, каменистая. И по этой реке проходит граница с Колумбией и с Эквадором. Чуть ниже, правда. А в этой части тут везде Колумбия. Самый юг получается. А во время сильных дождей река разливается намного шире. Получается, вся эта каменистая зона захватывает Путумайо. А это вот здесь сейчас камнем натолкли траву, которая называется борачера. Ее пить нельзя, но можно обмазывать руки, лицо. И вот говорят, что у женщин процесс менструации облегчает. Очень много пользы, но главное не внутрь. Вот это растение называется коньягрия. Из нее Дон Гонсало делал ту самую горькую настойку.
которая сбивала мне жар, и вообще после нее реально легче становится. Вот тут вот готовится айаваска. В следующий раз я сниму весь процесс. Вот уже готовая айаваска в ведре. Сейчас еще будут сливать. Na, Cuidar los pollos. cuidar los pollos. La vida mía es el campo. El campo vivo feliz. Vivo Feliz. tranquila, ¿ah? Ага. Aquí vivo bien en el campo, pero si en el pueblo sí no puedo vivir harto tiempo. Estoy 8 días, a los 8 días tengo que venirme para acá. Ага. Ajá, y aquí tengo los perros, las gallinitas, los marranitos, sembrar colino de plátano, sembrar colino de chiro, yota, yuca. Eso, más no. Eso nomás. Mi esposo era gobernador, así. Su esposo gobernador? Él era gobernador, era indígena. Sí, Yo no él- sabía. Ajá, él era gobernador. Nosotros era pura inga nomás. Y como nuestros padres a nosotros no nos enseñaron a inga, sino yo pura inga supiera, ¿no? Pero como ellos, cuando mi papá murió, estaba ahícito todavía, pequeña. Como de 7 años nomás me quedé yo. 7 años tenía. Sí, 7 años tenía yo cuando él me dejó. Mi papá y mi mamá, todos iguales murió. Primero murió mi mamá, después murió mi papá. ¿A qué pasó con ellos? ¿Por qué? Ellos se fueron a bañar y llegaron a la casa como que les cogió como daño de estómago y dolor de cabeza. Les fue a las 6 de la tarde y a las 6 de la mañana murieron. Oh. Y ahora gente muriendo de malaria aquí. Sí, ahora todo el tiempo tienes que ser así con mal vientos, mal aire, así todo mal. Ага. Pero nosotros bien así. Вот сегодня будет церемония айаваски. Я участвовать не буду по состоянию здоровья. Вот Дон Гонсало все тут убрал, почистил. Если подняться вон туда на холм и залезть вот на эту деревянную штуку, то с некоторой периодичностью отправляются сообщения в WhatsApp. Вот, собственно, сейчас я за этим туда и полезу. Вот что не сделаешь, чтобы до WhatsApp добраться. Так, к сегодняшней церемонии все готово. И мне разрешили снять до момента, пока выпьют по чашечке. Потом, конечно же, уже снимать не буду. Вот здесь вот на этих лавочках ребята решили сегодня разместиться. Специально дрова потолще взяли, чтобы до утра хватило жара. Очистка пространства ладом. Padre Santo, ayuda y una pinta y una ami po ay sama po ay sumakuriwat ay pinta y una sama ami po ay Padre Santo, ayuda y una pinta ay para si ay Dios Padre bendito, ayuda y una pinta una ami po ay oye Padre Santo, ayuda y una pinta y una carawa y pinta oye pinta y una samayan po ay Padre Santo, ayuda y una pinta oye oh ay
¿Dónde? Ahí en el bar. Padre Santo, ayúdanos, Dios Padre. Que Dios lo bendiga. Amén. Deseado para Matita. Camarita, ¿no? Está bueno. Ahí. Ush, 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 ush. Padre. Вот еще одно из растений, которое меня лечили, называется ратон, мата-ратон. Ну, мата это так, просто растение. Ну и на удивление, сколько, 2 дня я поболел. 3-й, и вот я выздоровел. Все хорошо. Сегодня будет ежегодное собрание индейских. Сегодня будет ежегодное собрание индейцев, которые здесь живут, индейцы Инга. И губернатор будет встречаться с людьми, что-то будут обсуждать. Trago harto de ese, ¿cómo es que es? Pluma de liso. В здание собрания меня не пустили. Вот сижу снаружи. Kampuna semua trabajar di mana ini meeting sama nak pakai yang trabajan, pero cuma trabajan kata pues menggunakan bukan kapal, cuma trabajan kata pues menanjing. А вот местная школа. Очень такая даже. Думал, будет хуже. Все есть. Правда, от дома до Гонсало сюда идти 4 часа. Я так и не понял, как ребята добираются. Видимо, никак. Que hay en el otro lado, como este que nosotros pasamos la cancha, a la cancha de todos los internos, como ese es un internado donde varios niños van a quedar ahí por un año, o sea ellos al año ya se quieren retirar, pero casi no. В общем,
casi no se paga. Перевожу то, что сказал Карлос, потому что не все понятно. В этой школе он будет учиться таким образом. 15 дней в школе, 2 дня дома. И добираться он в школу будет на каноэ. Есть некое каноэ, которое будет забирать детей и разводить их обратно. Это будет происходить по реке, это передвижение. То есть там их кормят, они там живут, ночуют, и родители платят, собственно, только за еду. Больше ни за что. Даже за каноэ не платят. Mi tío Gonzalo mató un tigre y un león. Вот тоже по Тумаю, только в другом месте. А это Кевин. Кевин. А это Карлос. Карлос. ¿De qué? Carlos. Y de ese lado Carlos también. Y de nuevo Kevin. Aquí la gente ya tiene miedo de la... Hay muchos remolinos. В общем, совещание у них тут на весь день затянулось. В основном все сидят внутри. Кто не поместился или кому не очень сильно интересно, стоят снаружи. Там готовится обед. Так что скоро, возможно, накормят. Выяснял тут насчет Малаора. Объяснение выглядит так. Ночью по реке Путумаю ходит некий ветер. И в кого этот ветер проникает, те умирают в течение часа-двух. Так что с наступлением темноты на реку здесь никто не ходит. Что это такое на самом деле, я не знаю. Bueno, mi nombre es Carmen Jojoa. Soy hija del taita José Francisco Jojoa, hermano de Gonzalo Jojoa. Mi niñez la viví aquí en San Miguel, incluso viví a orillas del río Putumayo. Prácticamente como de los 6 años que yo tenía, murió mi abuelo ahogado en ese río. Pues nosotros siempre, como vivíamos al otro lado, siempre nos tocaba pasar de un lado a otro, pero con canoitas o en balsas que se hace de un árbol que se llama balsa, ¿no? Entonces él en la noche cruzaba el río, pero en el transcurso de la del medio del río le dio mala hora. Y la mala hora es un aire, o podemos decir unos espíritus que te coge a ti y te adormece el cuerpo y te duerme. O sea, prácticamente tú no puedes moverte, quedas inmóvil. Entonces hace de que ya que estás en el río, pues te ahogues. Y cuando estás por fuera del río, te tuerzas el cuerpo, pues si hay una persona quien te pueda, podemos decir nosotros, curar, te salvas. Pero si no, tampoco quedas con el cuerpo así cuadrapléjico, podemos decirle, o que no puedes mover. ¿A qué dicen personas que salvas? ¿Qué ellos sintió cuando siente esa mala hora? Comienza el cuerpo a estar estático, o sea, no poderte mover, por ejemplo, a torcerse la cara, a no poder mover el cuerpo, como a veces se da medio cuerpo, como te puede coger de lleno, que no puedes hablar, no puedes moverte, no puedes comer. Entonces para eso pues están los taitas, para que te puedan curar con las plantas de aquí. ¿Cuánta gente de su familia Bueno, tomando ese río? Pues según lo que nos contaron los abuelos, murió mi abuelo, él fue el último en la familia que pues yo me he dado cuenta, pero antes de él murió mi tío, hermano de mi abuelo, y antes murieron también, creo que fue mi abuelo de mi abuelo, o sea, fue como... Entonces por la noche nadie llegando para ese río. Por la noche, pues nosotros... Entonces estaba en la finca con mi abuela y mi mamá. Veníamos en un potero como a las 4 de la tarde. Íbamos a cruzar un puente cuando pasó mi abuela y pasó mi mamá, y cuando yo sentí algo como un correntazo, como un escalofrío en el cuerpo, y llegó la perra, llegó corriendo y yo pensé me venía a morder. Llegó la perra y se tiró como atacando a alguien.
Entonces yo me quedé quietico y mi abuela mi mamá me gritaba, corra mijo, corre, y mi abuela me decía, no, quédese quietico, que es la mala hora, me decía, quédese quietico que la perra lo defiende. Y la perra llegaba y como si le fuera alguien a pegar, ella llegaba y se me echaba en los pies y ella aullaba, chillaba, y cuando miraba como que ya me iba a agarrar, ella se le tiraba y se corría y retrocedía, y así todo alrededor mío ella daba la vuelta. Y hasta último que ya se paró el espíritu, ya la perra quedó tranquila, pero ella quedó como chillando un ratico, como que sí, y temblando con la perrita. Y a mí pues ya me pasé al otro lado del puente, pero sí, la abuela, pues porque mi abuela es una mamaciona, ella incluso cuando eran como tipo de las 6 de la tarde para allá, a veces estábamos jugando en el patio y ella a veces, ella escuchaba hacia la montaña, no sé cómo, pero ella nos decía, corran, entren a la casa que la mala hora, decían, oígala que viene la mala hora, decía, como un ventarrón, como un viento, y nos hacían entrar. No sé, pues, de pronto son como las costumbres de ellos, ¿no? De los abuelos, y siempre es como esa tradición que ellos nos han transmitido a nosotros. Bueno. ¿Ah? Bueno. Брат Дона Гонсало, известный тайта. Вот здесь вот я вижу стоит айаваска, скорее всего стаканчики для питья ее. Самого Дона Хосе, брата Дона Гонсало, нету. Сейчас он подъедет позже. Вон даже колоночка есть, туалеты, очень оборудованные домики. По сравнению с тем местом, где я последнюю неделю нахожусь, это просто отель Хилтон. Все, пошли наконец-то рубить яхе. Вот это лиана. Дальше она рубится мелкими кусочками для дальнейшей варки. Так, иду рубить. Там уже трудятся Дон Гонсало и другие ребята, которые помогают. Вот такая замечательная тропинка здесь. Собственно, в таких местах без резиновых сапог вообще нечего делать. Они, правда, натирают сильно ноги попервые. Так, вот она яхе. Мне нужно нарубить ее помельче.
приходится отматывать эту лиану сначала от дерева, чтобы потом не нарубить вместе с ветками, с обычными. Такая вот куча получилась у меня. Ну, даже я был неправ, получился целый мешок. Обезьянка. И сегодня мы первый раз будем пить айаваску утром. Мне кажется, это очень классная идея, потому что вечером можно поужинать, утром... Ну, тут писек какой, смотрите. Утром есть не хочется, можно спокойно начинать процедуру. Мне тут принесли попробовать гуаму. Вообще даже не слышал никогда про такую штуку. Вон там есть семечки. Семечки выкидываются. Белую штуку надо есть. Сейчас попробуем. Опа. Ну, приятная такая свеженькая вещь. Сначала вообще с сомнением отнесся к этой штуке. Оказывается, вкусно. Знаете, чем-то похоже на волокнистый, более густой и сочный банан. Вот что-то от банана в нем есть все-таки, не только визуально. Мой скромный дообеденный результат. А здесь вот у меня сравнительный анализ. Слева я положил листок яхе, а справа листок пинты. Вот, по цвету одинаковые, по форме очень похожие. Ну, по жилкам можно разделить. Соответственно, у яхе используется только сама лиана, а у пинты только листья. И в самой айаваске идет такая пропорция. На 2 килограмма яхе, 1 килограмм пинты. Все разложено по полочкам. Здесь листья пинты. Здесь измельчается яхе. А тут, собственно, все уже и варится. То есть задача здесь снять вот эту коричневую внешнюю часть и вытащить только волокна, вот эти сочные для варки. Делается это примерно так вот. Все, вот это вот то, что нужно. Oh
de manteca lejos de Делается закладка. lo que no se daña. Y ahí para acá se cae. О, сверху засыпалась шелуха. Неожиданно, если честно. Все, оказывается, идет в ход. Так, снова слой. Cruzó la gallina. Y si no podía, pues tome su barazo. ¿Qué va a poder la gallina? Dejar otra media hora, ¿no? Она полная. El dibujo de la pintura. Y siguen majando. Sigue la fiesta. Oye, ¿es cito nomás, eh? No. Pero ahí ya está toda la... hasta acá, ponela. Ojo con regar. Por acá, por la década. Cuádrese bien. Porque ahí es donde está el... Cuidado de El caldo. la espalda, Juancho. Ah, no, cuádrese el culo porque... Ok, man, aquí. Cuidado ya, man. Juancho. Suave. No, Mejor dicho, yo creo que a ellos se le caiga eso en el cuerpo, se baja el hueso. Ya que eso es por allá. Me imagino. ¿Cuántos grados quizá es? Освежаемся чичей. Это типа кваса на основе кукурузы. Вкусно и действительно похоже на квас. Vas a poner primero dos ladrillos, dos capitas de ladrillos, arribita y ahí le pongo eso. Lo subimos fue para dejar las cosas de... Полдня все это варится, потом сливается, там остается примерно половина жидкости. И это еще не все. Ага. А тут покрошили змею сегодня. Говорят, очень ядовитая. Пошел я побродить по сельве. Вот тут наткнулся на лошадиную тропу. Ну, явно здесь на лошадях передвигаются.
Вот, а влево, вправо тут сильно далеко не уйдешь. Потому что везде эта фигня. Только по тропинкам. Последний этап. Сюда слили из 3 бочек, вот таких вот. Теперь вся эта жидкость будет выливаться в эту кастрюлю. Сюда еще добавляется пинта. И будет вариться еще до утра все это дело. Еще ребятам осталось выварить вот это все.